Сегодня я бы хотела рассказать о том, о негативах, которые пишут в комментариях. Я как и блогер, как многие из блогеров, сталкиваюсь с этим, часто очень сталкиваюсь, веду свой блог в соцсетях. И, конечно, пишут комментарии в такой грубой форме иногда. Это даже так сильно задевает в грубой форме, в такой, и с такой ненавистью пишут. И потом после этого есть даже, кто защищает, есть зрители, которые защищают блогеров, как бы пишут даже, если блогер не реагирует на вот этот хейт негативный. Есть кто помогает, пишет, что типа если вам не нравится, пропустите видео, смотрите другое видео, если вам не нравится, идите и пропускайте, листайте. Но, как говорится, отвечают в отместку, что типа я хотела как бы выразить свое мнение. Это только мое мнение. Я вот типа написала, а вы там типа как хотите там и с этим ее мнением, что хотите, делайте. Но зато она как бы выплеснула свой негатив, свою желчь, можно даже сказать, свою ненависть, злобу в этом комментарии, описала, еще показала, вот. А вы там типа как хотите там это и пережевываете. А каково это вот блогеру, вот это вот, когда он читает, потом понимает, что это за человек написал с какой злобой, с такой ненавистью, что за мысли у этого зрителя. И иногда думаешь, боже мой, вот зачем? И действительно становится не по себе, вот. Становится не по себе. Иногда такие комментарии очень сильно, глубоко, до глубины души, можно даже сказать, задевают очень болезненно, даже это переносишь, пережевываешь, вот, и иногда даже и не спишь. Вот это было так со мной. Я даже не спала, переживала после таких злобных комментариев, неприятных, очень неприятных комментариев, что даже голова болела. А это, видите ли, даже на здоровье очень даже влияет. На здоровье влияет просто вот психологически, психически же воспринимаешь же, это же человек, ты не робот, что вот прочитал и все, и дальше пошел. Нет, у тебя такие же чувства, вот это откликается на вот этот негатив. И потом, как это выльется, тоже неизвестно, тоже от человека зависит, как он воспринимает его восприятие. И поэтому изначально было очень сложно, когда я только начинала вести свой блог и отвечать на такие негативные комментарии. Просто приходилось от обиды такие комментарии злобные удалять. Вот я просто удаляла. Есть такие комментарии тоже, которые с поддевкой, вот задевают с такой поддевкой, как бы. Ну, на такие комментарии тоже я старалась не отвечать. Иногда тоже надоедала, тоже удаляла. Многие комментарии я удаляла. Но, как говорят же, на ошибках учатся. С одной стороны, это даже и помогало мне вести свой блог, блогинг, в соцсетях свои видео, как бы продвигать за счет негативных комментариев и улучшать. Ну, они показывали на негативную там сторону, вот эту вот как бы растушевывают эту сторону до такой степени, что там дальше уже и неохота ничего делать, не видео снимать из-за таких неприятных комментариев.
Но все же это и останавливало меня, и, можно даже сказать, дальше толкало. Вот была такая ситуация, и дальше меня это толкало и продвигало. А вот если, как я вывод делала после этого, на этом учишься. Вот на таких комментариях просто учишься. И думаешь, если реагируют так, есть такие люди, и на такую реакция у них такая, значит, нужно дальше продолжать. Дальше продолжать, улучшать свои видео, качество видео улучшать и на этом учиться. После я уже перестала удалять, думаю, пусть остаются, это тоже комментарий. После таких комментариев я стала как бы учиться, продвигать себя, улучшать на этом. И оно извлекать из таких негативных комментариев пользу. Вот какую пользу? И вот в этой форме я начала извлекать, что негативный комментарий – это тоже комментарий. Дизлайки – это тоже лайки. Оно тоже как бы идет в счет, например, в соцсетях, что есть у людей реакция не только положительная, но и негативная. Вот этот негатив получаешь от хейтеров. Ну, как говорят же, хейтеры – это само слово хейтер от английского слова, это у нас ненависть, как бы, если в переводе с английского ненависть. Вот они свою вот эту вот ненависть выражают в этих комментариях, пишут свои негативные комментарии, посты. Ну, хейт отличается от критики. Хейт это как бы хейтеры доказывают как бы, что они правые, доказывают свою правоту, хвастаются этим, получают реакцию, как бы, ну, для них это, наверное, кайф какой-то получают от этого, я так думаю. А на самом деле просто они сами себе делают плохо. Вот я вот что хотела бы на этом акцентировать. Если человек постоянно хейтит, пишет злобные, негативные комментарии, любое видео там, любого блогера, где он смотрит, оставляет свою вот эту желчь, пишет, время на это тратит, чтобы написать этот хейт, этот негатив. Он тратит свое время, он это обдумывает, он на это тратит свое здоровье, а ведь негатив, он пожиратель здоровья. Негатив, вот запомните. Любой негатив, исходящий от человека, он пожирает, и, когда человек думает, всегда мысли такие темные, злобные, ненавистные, он изнутри себя как бы пожирает. А что он пожирает? Пожирает свое здоровье, свои лучшее время. Оно потом ворачивается, ему оборачивается, как можно сказать, болезнью рано или поздно. Если у человека постоянно негативные, злобные мысли, это значит, какие у него мысли-то, это все у него внутри сидит. Внутри это все сидит, он себя вот так пожирает и выплескивает. И сам себе просто плохо делает, и все вот, одним словом. Любой хейт, написанный, оставленный комментарии в постах всегда раздражает, конечно, вызывает агрессию. Лучше не отвечать сразу вот на такой комментарий злобный, я так думаю. Это мне уже, как бы, я уже привыкла к хейту, можно даже сказать, потому что я свой блог уже веду несколько лет, можно сказать. И поэтому я уже как бы постепенно со временем начала на этот хит как-то реагировать адекватно, можно сказать. Адекватно. Я не отвечаю сразу.
Изначально я же говорила, что я удаляла. Теперь я не удаляю злобный комментарий. Я его оставляю. Есть кто отвечает, подписчики и зрители моего канала, они отвечают, некоторые не отвечают. Происходит такая как бы дискуссия между ними. А я стараюсь не отвечать. Стараюсь не отвечать, просто уже прочитываю, перечитываю, делаю выводы, анализирую. И поэтому с хейтерами нужно общаться, мне кажется, очень осторожно. Есть риск вступить в дискуссию и подпортить вот это вот, оно как бы такая негативная дискуссия, она же дальше может разжигать вражду, можно даже сказать, вражду. Из искры может вспыхнуть большое пламя, и поэтому очень нужно будет подходить осторожно и желательно вообще не вступать в дискуссию, не отвечать на хейт. Я так считаю. Потому что с хейтерами нет смысла спорить. И не нужно их там обвинять, в чем-то там, ну как, себя оправдывать. Этого, мне кажется, не стоит делать. Это приведет лишь к проблемам и длительной переписке. А когда вот такая негативная длительная переписка, оно тоже утомляет и вырабатывается вот это вот в мыслях. Мы же думаем, как бы всегда размышляем. Если у нас негативные постоянно будут мысли, и представляете, к чему это приведет. Конечно, к нездоровой психике это все приводит, а это влияет на здоровье. Я так считаю, и поэтому я свое личное здоровье всегда ставлю на первое место. А спокойная обстановка, психологически уравновешенная вот эта обстановка, оно помогает к разумному решению своих мыслей, привожу в порядок при спокойной обстановке. Ну, что еще можно будет добавить? Любой состоявшийся человек, он сейчас в соцсетях показывает об этом. Вот с кого нужно как бы брать пример. А негативный человек, наоборот, он не будет брать пример, он, наоборот, озлобится еще хуже. Почему у него все хорошо, вот у меня такого нету, почему у меня так плохо, а вот у него вот так вот. И будет писать всякую ересь, нести все, что в голову ему приходит, весь негатив. Вот этот негатив он и будет выплескивать, хейтить, писать посты негативные и тому подобное. И такой небольшой совет хейтерам хотела сказать от себя. Хейт это, ну, одним словом, ненависть считается дурным чувством. И чтобы искоренить это дурное чувство, убрать, нужно работать над собой. Если вы не будете работать над собой, над своими чувствами, это может привести к последствиям. Как я уже говорила, это очень повлияет на ваше здоровье. Это дурно повлияет на ваше здоровье. Ну, как говорят же, нервные клетки не восстанавливаются. Зачем вам, если вам не нравится, например, там, что вы увидели в соцсетях, и зачем об этом писать этому блогеру, там, в комментариях это указывать? Ну, зачем? Если не нравится, пропусти дальше. Если ты не можешь контролировать свои чувства, советую поработать над собой. Читать книги.
Вот книги, они очень помогают психологически, приводят человека к размышлению о том, вот, к любому размышлению о своей жизни, о будущем, о прошлом. Любые книги читайте, любые книги советую читать. Ну, если у вас вы не можете контролировать свои чувства, тогда психологические книги читайте побольше. Книги читайте с мотивацией, мотивированные книги особенно помогают. Да, любые, сейчас столько информации, столько книг. Есть аудиокниги тоже. Если купить не можете, можно через телефон и всевозможные аудиокниги прослушивать психологического характера, успокаивающие книги есть, медитации всевозможные, аффирмации, молитвы, все что угодно. Раньше такого не было. Раньше трудно было это вот все достать. Книги таких не было раньше вообще. А сейчас это совсем другое время. Нужно просто работать над собой. Работать, работать и одним словом над собой работать. Это вам поможет, это вас мотивирует, поменяет ваши мысли, поменяет не только ваши мысли, но и ваш образ жизни. Полностью вы поменяетесь, и ваша жизнь поменяется, если будете работать над собой. И любое видео уже как бы покажется вот смешным, вот просто смешным. Наоборот, будете благодарить, если будете работать над собой, будете благодарить. А когда человек благодарит других, себя, вокруг себя, в первую очередь себя благодарит, если человек своих близких, родных и все, что его окружает, с чувством благодарности смотрит, просыпается с чувством благодарности, проводит день с таким чувством благодарности и также засыпает, у этого человека мир откроется совсем иной. Другими глазами уже будете смотреть. Другими глазами. И здоровье поправите, и все у вас будет хорошо. Вот, что я хотела сказать. И поэтому от негативных комментариев советую отказаться. Потому что это аукнется, мало не покажется. Почувствуете потом на себе. Вот и все. Ну, на этом я небольшой свой разговор, простой разговор, закончу. Кому понравился мой простой разговор, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем рада, всем благодарна за то, что прослушали. До следующего видео. Всем пока.